Ну вот скажи мне, зачем ты ее пригласил? Да еще опять она свои банки привезла. Соленья, варенье. Словно мы голодаем тут. Молоко это козье. Оля поправляла перед зеркалом свои уложенные волнами и сине-черные волосы, придирчиво оглядела свое новое красное платье и проверила, хорошо ли застегнуты новые серьги в ушках, подарок мужу к юбилею. Сегодня исполнялось Оле 35 лет, но никто бы не дал ей этих лет. Глянув на эту молодую, стройную и ухоженную женщину, безупречно одетую и холеную, смело можно было вычеркнуть лет 10 из паспортного возраста. «Вообще-то она моя мать», — обернулся на жену Максим, повязывающий галстук на шею. «Ну, конечно, мать, я ж ничего не говорю такого», — повела плечом Оля. «Просто она не вписывается в нашу компанию. Я же лишь о ней забочусь, ведь ей самой всегда скучно на наших праздниках. Все гости, люди образованные, разговоры у них о высоком. А твоя мать даже не понимает, небось, о чем идет речь. Вот и молчит, всегда сидит. Но о чем она может рассказать? О своих козах? О том, когда нужно огород навозом удобрять, весной или осенью?» Оля нервно хохотнула. Видно было, что она начинает раздражаться. Между прочим, когда она начинает свои разговоры о деревне, все ее внимательно слушают, возразил Максим, высокий статный мужчина со стильной бородой и умными серыми глазами. «Ой», — отмахнулась Оля, — «они слушают лишь из вежливости, потому что все наши друзья весьма воспитанные люди. Вот и все». «Ну не скажи. В прошлый раз, когда мы Пасху встречали, все с большим интересом слушали ее рассказ про то, как они в детстве с моим дядькой Иваном в соседнее село одни ушли на всенощную, и как их родители потом искали». «Все равно». Оля раздула изящные тонкие ноздри. «Она деревенская». Она осеклась, чуть было не выпалив баба, но вовремя поправилась. «Женщина, и ей не место в нашей компании». «Может, и мне тут не место, ведь я-то воспитан этой деревенщиной, как ты изволила выразиться». «Ой, Максимушка, ну ты что? Я же не это имела в виду. Я забочусь о ней же. Я же вижу, что ей у нас неуютно. Вот и говорю, чтобы не приглашал ты ее к нам на такие застолья. Лучше сам после съездил бы к матери, и все». «Съездил?» — поднял бровь Максим. «То есть ты к ней даже ездить не желаешь? Правильно я понимаю?» «Максим, ну не заводись, но я просто всегда же занята, ты сам знаешь». Подластилась к мужу Оля. «К своей маме, однако, ты находишь время прийти». Развел он руками. «Это другое», — улыбнулась Оля. «С моей мамой мы как две подружки. Она всегда меня понимала и поддерживала. Мы на одной волне. У нас общие интересы, разговоры». «Ну да, ты даже и называешь их по-разному. Свою — мама, а мою только мать», — ухмыльнулся Максим. «Давай не будем ссориться, тем более сейчас», — примирительно ответила Оля, поцеловав мужа в щеку. «Сегодня мой день рождения, и я хочу встретить его красиво. Тем более гости уже заждались. Идем». И она распахнула дверь и вышла в большую гостиную их современной красивой квартиры в новом районе города, где за накрытым столом уже сидели гости. Оля с Максимом познакомились еще в университете, когда им было по 17 лет. Да так и остались вместе, больше не разлучаясь. У них было много общих интересов, хотя воспитывались они в разных слоях общества. Максим был из деревни, а Оля городская. Но обоих матери воспитывали одни. У Максима отца не стало из-за болезни, когда ему было всего 8 лет, а отца Оли мать выгнала из дома за пьянство и больше его судьбой не интересовалась, как и он их, впрочем. Женщина она была хваткая и пробивная, очень эффектная. Оля красотой пошла в мать, и потому они с дочерью не бедствовали. Виолетта Александровна шла по карьерной лестнице вверх
и вскоре уже возглавила отдел завода, где и работала по сей день. Вырастив дочь, она активно занялась устройством личной жизни, благо выглядела не на свои 55, а лет на 40 с небольшим. Мать же Максима была простой деревенской женщиной, работала дояркой. Сына она родила поздно, в 30 лет, а больше и не было у них с мужем детей. Сейчас Валентине Прокофьевне уже исполнилось 65, и она, выйдя на пенсию, продолжала жить в деревне и вести свое хозяйство, да разводить коз. Максим тоже, как и Оля, был копией матери. Только те черты, что Валентине Прокофьевне придавали простоты, веснушки, светлые почти белые волосы, серые глаза, нос с горбинкой, широкие скулы. У Максима, напротив, смотрелись выигрышно и подчеркивали его брутальность. Она знала, что сноха ее недолюбливает, но ни разу не попрекнула ни ее, ни сына этой нелюбовью. Старалась бывать у них пореже, только когда дети сами ее пригласят, чтобы не мешаться, не быть причиной их ссор. Еще не хватало, чтобы из-за меня раздор промеж них случился, думала она. Ничего, я-то как-нибудь стерплю, лишь бы они жили хорошо да дружно. Об одном только горевала Валентина Прокофьевна, что не было у нее до сих пор внуков. Сначала молодые сами не хотели, все строили бизнес, докопили на жилье. Теперь же не получалось у них, как говорил ей Максим. Уж каких только докторов они не обошли, все напрасно. Вы оба абсолютно здоровы, разводили те руками. Отпустите фикс идею, и все получится. Но не получалось, а часики тикали, как в народе говорят. Мать же Оли, напротив, нисколько не переживала об отсутствии внуков. «Нет, ну и что ж?» – махала она рукой. «И без детей люди живут, да, может, еще и лучше живут, и здоровье крепче. Вон мы с тобой, доча, каждые полгода на новом курорте отдыхаем, а с детем, как знать, смогла ли бы ты на мир посмотреть?» Оля, слушая мать, вздыхала, кивала согласно, но на душе скребли кошки. Она бы с радостью променяла все свои курорты на одного маленького крохотного малыша. В остальном же у нее с матерью разногласий не было, и они, как две подружки, вместе ходили по салонам красоты и ателье. Шли годы. Бизнес Оли и Максима развивался, а детей все не было. И вот сегодня Оля отмечала уже свой 35-й день рождения. Гости дарили подарки, произносили тосты, а она загадывала уже который год лишь одно, самое заветное желание – родить ребенка. На дворе стоял август. Оля проснулась от дикой тошноты и, как была в майке и трусах, побежала к унитазу. «Что это со мной?» – подумала она. «Неужели в кафе отравилась? Надо матери позвонить». «Мама, ты как себя чувствуешь?» Набрала она номер матери, едва Максим уехал в офис их компании. Она сегодня осталась дома, не в силах даже шевельнуться. «Да отлично, доча. А почему ты спрашиваешь?» В трубке раздался бодрый голос матери. «Да меня рвет что-то», – пожаловалась Оля. «И вообще как-то мерзко. Кажется, отравилась чем-то». «Рвет? Уж не беременна ли ты?» – подозрительно спросила мать. «Ты сходила бы к врачу, да поскорее». «Ты думаешь?» – замерев на месте, спросила Оля, боясь дышать. «Да кто знает, провериться да поскорее, чтобы успеть, если что». «Что успеть?» Оля плохо соображала, голова кружилась, а в желудке вновь поднимался рвотный позыв. «Как что? Ну ты как маленькая, ей-богу!» – строго отрезала мать. «Вдруг что-то не так, чтобы успеть прервать?» «Мама, что там может быть не так? Ты о чем?» «Ой, Оля, да мало ли!» Мать разнервничалась. «Первая беременность в таком возрасте, всякое может быть». «Хорошо, мама, я схожу». Оле вдруг впервые в жизни стало неприятно общение с матерью,
и она положила трубку. Выглянув в окно, она вдруг расплакалась от обиды. Совсем не те слова она хотела услышать от родной мамы. Но ничего, еще неизвестно, что там. Надо записаться к врачу и поскорее. «Поздравляю вас, милочка, вы станете мамой». Доктор, мужчина восточной национальности, говорящий с акцентом, улыбающийся и разговорчивый, повернул монитор к Оле. «Видите эту точку? Это ваш будущий сыночек или доченька?» «Я? Я беременна? Вы не ошиблись?» Голос Оли дрожал, и она не могла вспомнить простые слова. Все шло кругом в голове от волнения и радости. «Да вы что? Я 30 лет тут сижу. Я не ошибаюсь», — рассмеялся доктор. «Беременность 5 недель. Вставайте на учет, дорогуша». Оля вышла в коридор и дрожащими руками набрала номер мужа. «Максим, Максим, я беременна!» Узнав новость, Валентина Прокофьевна расплакалась от радости и в тот же день побежала в соседнее село, в храм, ставить свечку и подать сорокауст о здравии снохи. Виолетта Александровна же нахмурилась. «Да, неожиданно, конечно, но посмотрим, что покажут анализы и УЗИ. Ты себя как чувствуешь-то?» «Да отлично, мама». Оля с обидой посмотрела на мать. Не такой реакции она ожидала. Ну, по крайней мере, мама могла бы порадоваться за нее. «Да рада, я рада», — отмахнулась мать. «Но в таком возрасте уже опасно впервые рожать. Вот и беспокоюсь». «Нормальный возраст, мама». «Посмотрим. Ну, я побегу. Меня сегодня Артур пригласил в ресторан. Надо в салон зайти, маникюр обновить. Ты со мной?» «Нет, мама». Впервые Оля почувствовала некое отчуждение от матери, словно теперь их жизни разделились на две разные дороги. Потекли месяцы беременности. В один из дней Ольгу срочно вызвали в женскую консультацию. «Вы знаете, — замялась врач, — надо бы вам дополнительно обследоваться. У вас генетические анализы пришли не очень». «Как не очень?» — испугалась Оля. «У вашего ребенка высока вероятность риска синдрома Дауна». Оля почувствовала, как земля уходит из-под ног. У нее родится больной ребенок? Как на автомате она проходила все необходимые обследования, и все они подтверждали, что ребенок, скорее всего, родится с синдромом. Мать Оли звонила ежечасно и орала в трубку. «Делай срочно прерывание, пока не поздно. Нечего свою жизнь портить и позорить нас перед всей родней. У нас всю жизнь все умные были, институты заканчивали, а тут идиот родится». «Он не идиот, мама, он мой ребенок. И вообще, люди с этим синдромом очень солнечные и добрые». Она положила трубку и разрыдалась. Названивала врач, названивала мать. Максим сурово молчал, все давили на нее, а Оля не знала, что ей делать. Малыш уже активно пинался под сердцем, и она любила его, любым, каким бы он ни был. «Я буду рожать», — твердо заявила она матери и мужу. «Дело твое, но на меня не рассчитывай», — отрезала мать. «Мне такой внук не нужен. Да и вообще, меня Артур замуж зовет. Я и сама еще молодая, и у меня есть право на личную жизнь». Максим пришел домой выпившим, а после стал задерживаться по вечерам. Оля ушла в себя. Она не ела и лежала, отвернувшись к стене, целыми днями. До того дня, пока в их квартиру не позвонили. Оля, шатаясь, добрела до двери, открыла. На пороге стояла ее свекровь, как всегда с баулами еды. Оле уже было все равно. Она пропустила Валентину Прокофьевну в квартиру и закрыла молча дверь. Она ждала от свекрови упреков или уговоров прервать беременность. Однако ничего такого не последовало. Та рассказывала ей о своих козах и курах, поставила на плиту кастрюлю и принялась варить борщ. Вскоре по квартире расплылся аромат оладьев и меда.
И вдруг впервые Оля почувствовала, что ей приятна эта болтовня. И про коз, и соседку бабу Нюру, у которой собака ощенилась, и про то, какой величины уродилась нынче картоха, и сколько снега намело в деревне. Ей так не хватало простого человеческого общения, чтобы, наконец-то, никто ее не упрекал и не гнал на прерывание, а просто говорил о чем-то и улыбался. «Давай-ка, борща ешь». Свекровь поставила перед Олей полную тарелку горячего рубинового супа, щедро сдобренного зеленью. «Я уж по-городскому не умею, да ничего, научусь готовить, как ты любишь, только ешь. И в консультацию с тобой теперь ходить буду. Вон какой гололедище нынче, упаси бог, упадешь еще». «Ну и ладно», – прошептала Оля, – «может, выкидыш будет, все равно мой ребенок никому не нужен». Валентина Прокофьевна так и застыла на месте, сплеснув руками. «Ты что это такое болтаешь, дочка? Как это не нужен? Мне нужен, ведь это ж мой внучок или внученька, я его уже люблю». Оля посмотрела на свекровь и вдруг расплакалась, испугав ту еще больше. Она плакала и плакала, не в силах остановиться, и казалось ей, что вся боль этих долгих месяцев выходит сейчас с этими слезами. «Ты поплачь, поплачь», — гладила ее по волосам свекровь. «Легче станет, поплачь, и дальше станем жить». Жить и правда стали. Максим теперь был дома вовремя и трезвый. На кухне всегда пахло пирогами и супом. В доме стало как-то просто и уютно, словно Валентина Прокофьевна привезла с собой кусочек деревни в своей холщовой, сшитой из веселых цветных лоскутков большой сумки. Обо всем свекровь рассуждала как-то просто и понятно, но в то же время по-жизненному мудро и прямо. Оля повеселела и успокоилась, стала хорошо кушать и чаще смеяться. На душе у нее было теперь тихо и радостно. «Какой бы ни родился, а я его люблю и буду любить», — думала она о своем малыше. И вот пришла весна, расцвел мир, заголубело небо, и в конце апреля родился на свет сын Оли и Максима, Витюшка. Диагноз синдрома Дауна не подтвердился, однако мальчик был весьма слабым и задышал не сразу. У него обнаружили проблемы с сердцем. Они с Олей провели месяц в больнице, прежде чем их отпустили домой. «Ничего», — радовалась свекровь, — «поедем на все лето ко мне в деревню, поднимем мальчишку на ноги». Так и сделали. Весь первый год Оля с ребенком не выходили от врачей. Им пророчили всякие последствия, что у ребенка будет ДЦП, что он не станет говорить и прочее. «Все будет хорошо. Я Максимку на ноги поставила и Витюшу нашего поставлю», сказала свекровь Оля, когда в один из дней та, не выдержав напряжения, бессильно рыдала у кровати сына. «Прости меня за все, мама», вдруг подняла на свекровь опухшие глаза Оля. «Я всегда тебя стеснялась. Думала, деревенщина ты. Думала, что лучше моей мамы нет. А вот видишь, как жизнь повернула. Мать моя и не показывается у нас. Внука больного стыдится, жизнь свою устраивает. А ты моя опора. Я без тебя пропала бы, мама». «Да ты что, дочка? Я сейчас сама заплачу», кинулась к ней Валентина Прокофьевна. «Я ж ничего такого не делаю, а кроме того, что совесть велит до сердца. Вы же мои родные, дедушки мои. Я ж только о вашем счастье Бога и молю. А на маму свою ты не серчай, не надо. Она и правда у тебя молодая еще и красивая. Не то, что вот я. Пущай устраивает женское свое счастье. В старости-то одной, ой, как тяжело. А мне что сердиться? Я ведь и правда деревенская. Все ты правильно баешь, дочка. А Витюшку мы на ноги поставим. Попомни мое слово. Буду его к себе почаще забирать. На деревенском воздухе да молочке богатырь у нас вырастет». Оля обняла свою маму, как она теперь называла свекровь, и они обе плакали.
пока в комнату не вошел Максим и не уставился на них в удивлении. «Может, обедать пойдем?» Прошло 18 лет. На проводах Виктора в армию было шумно и весело. Собралось множество его друзей, а на почетном месте сидела его любимая бабаня. «Бабушка», — поднял он тост, — «сегодня я хочу сказать тебе спасибо за все. Ты мне стала второй мамой. Все каникулы я проводила у тебя. Спасибо за то, что научила и снег грести, и огород копать, и косой работать. И за мои медали тоже спасибо». Он кивнул на стену, где на полке, уставленной кубками и грамотами, красовалось его фото на пьедестале первого места. Оля утирала слезы, Максим сжал скулы от волнения, а бабуля Валя в белом платочке светилась всеми своими многочисленными морщинками и улыбалась кротко. «Служи с Богом, внучок, так, чтобы мы тобой гордились. Будь всегда человеком. Это самое главное звание в жизни, а мы тебя ждать станем». «Бабуня, ты только меня дождись». «Дождусь, дождусь. А как же, мне еще на твоей свадьбе плясать, да правнуков нянчить». Баба Валя хитро глянула на Юлечку, девушку Витюшки, что сидела с ним рядом, та покраснела и опустила глаза. «Некогда мне помирать-то, жить надо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.